Меня очень многие спрашивают, чем я занималась, когда я приехала в Хургаду. Я работала в разных компаниях. Ну, почти как все, которые сюда приехали, я работала, конечно, в туристической компании. Но первая компания, куда я попала, это проектное бюро. И так случайно получилось, что я просто шла по улице, и со мной поравнялась женщина, египетская женщина, ну, как мне показалось. Но оказалось, что это сирийская женщина. Она была с непокрытой головой. И она со мной разговорилась и спросила: а ты здесь живешь? Я говорю: да, я живу, я приехала. А она говорит: а чем ты занимаешься? Я говорю: ну, я еще пока ничем. Вот я неделю как приехала, пока осваиваюсь, осматриваюсь. А кем ты работаешь? Какая у тебя профессия? Я сказала: я занимаюсь строительством, я архитектор. Она говорит: да ты что? А я работаю в строительной компании. Я говорю: ой, да, так интересно. Она говорит: хочешь, пошли со мной? Я тебе представлю своему начальнику и поговори с ним, может, он тебя возьмет на работу. И мы с ней пошли. Ну вот здесь хочу отметить, в Египте здесь все так просто. Вот просто идет прохожий и с тобой заговорила, и поулыбались. И пошли мы с ней вместе в эту строительную компанию. Пришли, а был вечер уже. Я говорю: а они что, работают? Она говорит: да, вот мы сейчас в 8 часов вечера, мы идем на работу. Я пришла в эту компанию. Там был очень улыбчивый директор и инженер. Он со мной поговорил, спросил, где я работала, чем я занималась, какие проекты, какую программу я использовала в своих проектах. Я ему все рассказала. Он сказал: давай, приходи завтра в 11 ко мне в офис, в другой офис. Ну, то есть у него несколько офисов было. И ты посидишь, посмотришь, ну, как бы мы проверим, как ты что делаешь. И на следующее утро я пришла к нему в офис. В 11, что ли, часов я пока нашла, там пока то все. И он позвал другого инженера, говорит: вот я привел тебе архитектора, попробуй поработай с ней. Если все нормально, то бери ее себе на работу. Он посадил меня за компьютер. Просто вот посадил и сказал: вот тебе план зданий. Раздели мне этот план на отдельные квартиры, посчитай площади этих квартир и напиши везде все эти площади. Ну, я села, это для меня привычная работа. Я села, программу я знала. Программа на английском. Также у меня на английском программа была в моей стране. Я разделила все эти площади, быстренько все посчитала, все написала. И сижу и уже жду. Он говорит: ты все уже сделала? Я говорю: да. Он подошел, говорит: ну, все отлично. Все, выходишь на работу. Я говорю: да, а во сколько? Он говорит: в 8. Я говорю: в 8 утра? Он говорит: нет, в 8 вечера. В 8 вечера у них начинается рабочий день. Я очень удивилась, потому что, как у нас это 8 вечера, это что это за рабочий день? Но оказывается, у них днем строительство, то есть они работают где-то на строительстве с 7 утра или там до скольки-то, а в 8 они все собираются в офис, инженеры, проектировщики, вот этот вот начальник, он разговаривает там с этими прорабами, я сижу черчу, еще там несколько человек было со мной, они сидели тоже чертили. И я говорю: а как у ваши строительные нормы и правила? Ну вот, как мы же в каждой стране свои строительные нормы и правила. Он говорит: давай листочек. Он взял листочек А4 и говорит: вот, здесь должен быть такой колодец, куда должны выходить окна из кухни, из туалета. Это вот типа наша вентиляция. Считаем площади по внешней стене и считаем балконы. Так, записала. Еще там что-то несколько. Вот он листочек А4 мне дал. Вот тебе строительные нормы и правила. И все. А я говорю: а как, что можно чертить? Можно чертить вот любую конфигурацию, но вот как мне понравится, потому что у нас как бы нельзя начертить все, что ты хочешь. Нужно, чтобы вот эти вот панели подходили, чтобы подходили вот эти строительные материалы. А здесь можно чертить, он говорит: как ты хочешь. Вот что ты хочешь и как ты хочешь. Потому что мы делаем колонны, а стены уже несущие колонны, несущие конструкции, а потом уже все, что хочешь из кирпича. То есть у них практически не было никаких особенных требований.
Ну, конечно, он там что-то подправлял мне, я у них спрашивала, потому что мне самой было все это интересно, мне это было в новинку. Еще моя зарплата была $100 в месяц. Тоже меня это удивило, но как бы я согласилась, потому что я училась. Я учила язык, я учила английский, я хорошо знала уже, когда приехала. И потом я нашла, поскольку это была какая-то вот часть работы, с 8 вечера до 12 ночи, для меня это был график непривычный. Ну, это было не жарко, как бы потом я уже привыкла, конечно. Потом я пошла искать себе работу, вернее, я уже давно рассылала вот эти свои, как это называется, CV, да, по разным компаниям, и меня приняли еще в туристическую компанию. На полный рабочий день. Я думаю, ну, полный рабочий день для меня это больше подходит. В туркомпанию меня приняли, потому что я знала уже 6 языков, и им нужно было, чтобы я общалась на разных языках там со всеми другими людьми. У меня опыт был работы в шведской компании, поэтому меня приняли на работу, сказали, завтра выходи, точно так же. И когда я пришла к своему этому начальнику, говорю, ну все, я ухожу. Я нашла себе вот на полный рабочий день. Он говорит, нет, ты что, не, мы тебя не отпустим. А во сколько ты будешь работать? Я говорю, с 9 до 5. Он говорит, так мы с 8, мы вообще не пересекаемся. Ты там работаешь днем и в 8 приходишь на нашу работу. Я говорю, ну, как-то это... Он говорит, ничего страшного, мы тебе нагрузку уменьшим, не до 12, будешь до 10. 2-3 часа поработаешь и иди себе. Если тебе не подойдет, или если тебе будет трудно, то мы, конечно, ну, как бы пересмотрим или график, или зарплату. Зарплату мне сразу повысили. Вот я работала на 2 работах. С утра там, вечером там, в пятницу выходной в проектном бюро, в воскресенье выходной в туристической компании. И таким образом я проработала почти год. До рождения моего сына. Уже беременная, ходила на 2 эти работы. Причем здесь первая моя работа в туристической компании была вот здесь вот в Каусере, а вторая была в Дахаре. И жила я тогда в Дахаре. Поэтому мне приходилось вот такие вот круги. И здесь не было еще вот этой улицы. Здесь мне приходилось от египетского госпиталя идти пешком, да вот почти до сюда. И обратно пешком, а там редко ходили, это не было вообще здесь почти ничего, было здесь вот такой вот домик, в котором мы работали, вот этот. Вот, это была такой вот интересный опыт. Но потом у меня родился сын, я год сидела дома, работал только муж, он работал дайв-мастером, дайвером. Часто утром уходил, вечером приходил. Ну, короче, занимался всей этой работой, покупками только он, потому что я с ребенком никуда не могла выйти. Год я просидела, потом ребенка отдали в детский сад, и я опять пошла на работу. В этот раз это уже была компания по дайвингу, дайв-центр. Я там работала, организовывала вот эти поездки, а муж в этой же компании работал дайвером. Потом меня пригласили в компанию, потом меня опять позвали в проектное бюро, но я уже не стала туда идти, потому что слишком большая была нагрузка, и в конечном итоге я работала в недвижимости. Я пошла в компанию недвижимости, где мне тоже пришлось чертить какие-то проекты, но там я уже занималась больше организацией ремонтных работ. Потому что очень часто раньше делали квартиры без отделки. То есть люди могли выбрать себе, купить с отделкой или купить без отделки. Очень многие выбирали без отделки, потому что не всем нравится такого цвета плитка, не всем нравится такого цвета стены, не всем нравится такого цвета фартук на кухне. Может быть, конфигурация кухни нравится другая. Поэтому очень пользовалась спросом эта профессия. Я сама рассчитывала, сама чертила. Даже вот у меня есть тетрадка, где вот я сама занималась этим. Но это я уже свои квартиры, когда я уже свои квартиры покупала. У меня здесь были масса вот этих... Вот это у меня все китайский язык. Вот. Сама чертила вот эти вот планы, высчитывала. Прям покажите больше на камеру.
высчитывала плитку, сколько нужно купить плитки, какие стены снести, какие стены поставить, какие колонны оставить. Ну, колонны оставляли, конечно. И потом сама делала проекты вот этих кухонь, проекты мебели. Это все вот. Считала размеры плиток, плитки, вот проекты кухни, мебель выбирала. В общем, вот такая работа у меня была. Я очень долго работала, потом я занималась обустройством квартир, то есть покупали мебель, шили шторы. Ну, люди часто вот приезжают, у них отпуск, они неделю здесь. Мы с ними объезжаем все магазины, выбираем всю технику, выбираем всю мебель, заказываем кухню, выбираем гранит на кухню. И когда они уезжают, я уже этим занимаюсь, не спеша. Ну, наверное, месяц или 1,5 месяца мы делаем это обустройство, ремонт и так далее. И когда люди приезжают, они уже приезжают в готовую квартиру. Только заходят и живут. У них уже там и матрас, и постельное белье, и все работает, и вся техника, именно та техника, которую они выбрали. С Ириной мы снова скоро встретимся. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока. До скорых встреч на берегу Красного моря.